Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаем создавать разные виды и формы многослойных цветов. И сегодня рассмотрим нюансы и сделаем очень эффектный цветок, состоящий из острых многослойных лепестков. Я не могу назвать эту работу сложной, конечно же она потребует какое-то количество времени, но в целом работа не из сложных. Нам понадобятся атласные ленты шириной 5 см. Основа из фетра диаметром 5 см. Серединка для украшения цветочка и ободок. Вся работа состоит из 4 видов лепестков. Начнем с зеленых листьев. Для одного листика потребуется отрезок ленты длиной 5 см. Складываем ленту. Выравниваем уголок и у основания подравниваем края ленты. С помощью зажигалки скрепляем кончик. Далее немного подрежем низ. Зажимаем пинцетом и скрепляем зажигалкой по всей длине. Выворачиваем лепесток. Таких лепестков мне понадобится 6-7 штук. Далее делаем лепестки для цветочка. Приступаем к изюминке нашей работы, многослойному острому лепестку. В одной из недавних работ мы делали такие лепестки, но из 6 слоев репса. И в то же время я указывала размеры лент, которые можно использовать, делая такие лепестки из 10 слоев атласной ленты. Сейчас мы их и сделаем. Нам понадобится атласная лента шириной 5 см. И будем использовать следующие размеры отрезков. Слоев можно сделать и больше, здесь все зависит от толщины используемого материала. Берем ленту и нарезаем квадраты нужного размера. Нарезаем квадраты, подрезаем длину. Последний отрезок со стороной 2 см. Квадраты нарезаны, теперь мы делаем лепесток. Начинаем с самого маленького отрезка ленты.
складываем острый лепесток. Обязательно выравниваем уголок. Скрепляем кончик. Берем следующий отрезок ленты со стороной 2,5 см. Итак, на что следует обратить внимание в этих лепестках? Уголки и края лент нужно укладывать максимально ровно. Все отрезки по высоте в готовом лепестке должны лежать в одной плоскости. И самое важное, место соединения всех отрезков должно проходить по одной линии. Проще говоря, самый маленький лепесток не должен постепенно, по мере добавления последующих отрезков, уходить внутрь. Все места соединения находятся в одной линии. Это вы увидите на примере моих готовых лепестков. Третий отрезок ленты. У основания подравниваем все края. Закрепляем кончик. Постепенно оборачиваем лепесток всеми слоями ленты. Выравниваем уголочки и высоту. Только после этого закрепляем кончик. Slowing down to get their sleep. They've had enough bringing life to others. But I still don't know what else to seek but your smile in the morning hours. Последний 10-й отрезок ленты.
Как видите, кончики у основания еще достаточно длинные, это значит, что можно было бы использовать и 11 отрезков ленты. Наш лепесток почти готов, остается подрезать его низ. Для этого вы можете воспользоваться хорошими острыми ножницами, термоножом или острым лезвием, как я. Подрезаем низ. Как видите, срез получается очень ровный. И срезанный низ обрабатываем зажигалкой. Теперь лепесток готов. Для цветочка мне понадобится 7 таких лепестков. По такому же принципу делаем все остальные лепестки из меньшего количества слоев. Следующий лепесток в нашей работе – лепесток из 4 слоев ленты. Используем следующие размеры отрезков. Подрезаем низ лепестка. Таких лепестков для всей работы мне понадобится 16 штук. И последний лепесток, лепесток из отрезка ленты со стороной 2 см. Этих лепесточков нам понадобится 9.
Когда все лепесточки сделаны, собираем цветок. Склеиваем первые 7 лепестков. Теперь я склеиваю 9 многослойных маленьких лепестков. И склеиваю слои между собой. Оставшиеся 7 лепестков вклеиваю между лепестками нижнего ряда. Продолжаем собирать работу, склеиваем 9 маленьких лепестков. Склеивая лепесточки, выравниваем по внешнему краю и по высоте.
Приклеиваем верхний слой. И теперь можно приклеить серединку, но чтобы она приклеилась, нужно закрыть образовавшуюся дырочку в центре. Для этого изнутри я вклею небольшой кусочек фетра. Дырочка закрыта, можно приклеить серединку. Trees are dancing while the spring's still here. They don't make haste 'cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Пока клей не застыл, разравниваю лепесточки. Цветочек готов, подклеиваю зеленые листики. Размер готового цветочка примерно 7-8 сантиметров. А размер композиции примерно 10-11 сантиметров. Цветочек я закреплю на ободке. На изнаночной стороне приклею ленту с отметкой ручной работы. Ободок с эффектным цветочком готов. Желаю вам яркого лета, интересных работ, ну а мы встретимся в следующих видео.